Разгром у Горджи. Боевики ИГИЛ убили 100 военнослужащих армии Нигерии. Российская полиция разогнала курдов, атаковавших сирийских военных. Друзья, я приветствую вас на канале Копилка новостей, и сегодня у нас новости из Сирии и Нигерии. Потерпев поражение на Ближнем Востоке, Исламское государство практически свернуло свои операции в этом регионе, ограничиваясь лишь точечными уколами. Вместо этого все усилия ИГИЛ сейчас направлены на африканский континент, где имеется горючий ресурс для новой войны. Так созданный более 2 лет назад Вилаят Гарб Ифрикия на сегодняшний день стал самым крупным регионом, который подконтролен террористической группировке. В результате активность боевиков ИГИЛ в данном районе усилилась. Черные осмелились проводить полноценные войсковые операции на равных, противостоя армиям местных стран. Наиболее значимой из них является нападение на вооруженные силы Нигерии в районе Горджи, в результате которых было убито до 100 нигерийских солдат и уничтожено или захвачено несколько десятков единиц техники. Кроме того, были взяты в плен ряд военнослужащих, которые впоследствии были казнены. Друзья, посетите новый интересный канал. Будет интересно, ссылка под видеороликом. В свою очередь, нигерийская армия в ходе ответных действий смогла уничтожить только 15 боевиков, в том числе одного полевого командира Боко Харам. К ней подключились подразделения Республики Чад, которые ликвидировали до 20 террористов и повредили 2 пулеметных пикапа. В настоящее время местные государства не справляются с проблемой роста влияния ИГИЛ в окрестностях озера Чад. Для ликвидации анклава террористов требуется проведение масштабной контртеррористической операции с привлечением вооруженных сил нескольких государств. Несмотря на то, что халифат, как квазигосударственная структура боевиков, была уничтожена, однако ИГИЛ, как террористическая группа, никуда не делась и продолжает наращивать свою активность в разных регионах мира. В результате террористы пытаются зайти на второй круг, там, где государства слабы, а центральная власть представляет фикцию. Бойцам российской военной полиции пришлось устранять последствия вооруженного конфликта между сирийскими военными и курдами. Вчера утром на севере Сирии произошел странный инцидент, связанный с нападением на сирийскую колонну. По утверждению очевидцев, по непонятной причине проамерикански настроенные члены сирийских демократических сил СДФ обстреляли из автоматов конвой вооруженных сил Сирийской Арабской Республики. Соответственно, сирийцы открыли ответный огонь. Однако курдские активисты утверждают, что инициаторами нападения стали бойцы правительственных войск. Впрочем, конфликту не дали продолжиться дальше. На место инцидента экстренно прибыли бронемашины российской военной полиции, которые разогнали его участников, что называется, по кустам. По поступившей в последний момент информации, за нападением на сирийских военных стоят сотрудники Курдской службы безопасности Асайш, руководство которой поддерживается США. Очевидцы утверждают, что члены Асайш угрожали оружием сирийцам и не выполнили распоряжение его убрать, после чего бойцы вооруженных сил Сирийской Арабской Республики открыли предупредительный огонь в воздух. В какой-то миг началась стрельба на поражение. О количестве жертв и пострадавших пока ничего не известно. После появления российской БТРов курды резко испарились. По мнению специалистов, указанный конфликт является очередной провокацией, организованной Вашингтоном в свете систематического блокирования дорог американскими военными. Военные эксперты считают, что заезд сирийской армейской колонны на курдскую территорию подконтрольную СДФ тоже не случайно, а является своеобразным прощупыванием ситуации, насколько реально в ближайшем будущем освобождение территорий, подконтрольных американцам. А глядя на то, как они покидают свои насиженные военные базы, появляется реальная возможность вытеснить их с этих территорий. Вот такие вот новости на сегодня. Если вы впервые на моем канале, обязательно жмите подписаться на канал Копилка новостей. И не забудьте поставить лайк и нажать на колокольчик. Так вы всегда будете в курсе о новых видеороликах на канале.